Если права человека – это результат договоренностей, то для нас всегда будет актуальной угроза того, что эти договоренности могут быть пересмотрены. Ссылаясь на современные вызовы, с которыми сталкивается человечество, многие государственные и общественные деятели призывают к тому, чтобы ограничить права человека для решения актуальных проблем, таких как борьба с терроризмом, проблемы миграции или защита традиционных ценностей. Государствам выгодно отказаться от соблюдения прав человека, от концепции прав человека, поскольку они накладывают ограничения на их деятельность. В настоящий момент ратифицировали Международный пакт о гражданских и политических правах уже 175 государств. Когда Всеобщая декларация прав человека принималась, в этом участвовали 50 стран. То есть фактически больше 2/3 стран присоединились к ней и не участвовали в ее разработке. Безусловно, они могут поставить вопрос о пересмотре договоренностей, которые были достигнуты без их участия. Современная глобализация принесла человечеству очень много хорошего. Увеличились темпы роста и развития, все стало ближе, можно купить вещи из разных стран, не выезжая туда, или наоборот, очень легко попасть в другие страны. Одновременно с этим глобализация принесла и много сложностей, одна из которых – это увеличивающаяся миграция. Сегодня в больших городах можно встретить людей с разными фенотипическими признаками. Это люди разных культур, они исповедуют разную религию, у них совершенно разные взгляды. Чтобы жить в мире, нужно учиться договариваться с ними, учитывая их разные потребности, интересы, взгляды. Это достаточно сложно. Поэтому для многих людей такая ситуация является стрессовой. Они хотят оградить себя от этого, избавиться от так называемых иных. И часто люди готовы отказаться от гуманистических ценностей, в том числе от ценностей прав человека, чтобы только создать вокруг себя такое безопасное пространство. Поэтому очень часто призывы государственных деятелей об ограничении прав человека находят отклик и в обществе. Несмотря на объективные проблемы с концепцией прав человека сейчас, огромное количество людей готовы бороться для того, чтобы эта концепция не прекращала существовать. Сложно разобраться, что именно ими движет, но, возможно, у этого есть как минимум две причины. Первое – это то, что права человека создают на самом деле пространство безопасности. Оно создается как внутри государства, так и во всем мире. Второе, о чем говорят очень многие философы, общественные деятели, что процессы глобализации неостановимы, невозможно повернуть время вспять. И наша задача только научиться жить в этих новых условиях, а права человека в этом могут только помочь и никак не помешать. Для сохранения и продвижения прав человека уже созданы и создаются новые механизмы и институты их защиты. Они создаются как внутри государства, так и в различных межгосударственных организациях. Однако без воздействия на них, без заинтересованности самих граждан, эти институты показывают свою крайне низкую эффективность. Мы можем вспомнить много примеров, когда борьба простых людей за гражданские права имела успех. Например, движение за предоставление женщинам избирательных прав во главе с Эмили Панкхёрст, движение за независимость Индии от Британии с лидером Махатмой Ганди или движение за гражданские права чернокожих в США во главе с Мартином Лютером Кингом. Но очень сложно вспомнить успешные примеры таких действий, осуществляемых государством или какими-то межгосударственными институтами. Именно поэтому очень важно, чтобы сами люди принимали участие в защите прав человека. Часто правозащитная деятельность связывается у нас с деятельностью юридической. Безусловно, очень много правозащитников – это люди с юридическим образованием.
такие как Сергей Пашин, Махатма Ганди, Питер Бенненсон, основатель Международной амнистии. Но среди них есть очень много людей совершенно разных профессий. Например, физики. Андрей Дмитриевич Сахаров, Юрий Орлов, Марик Новицкий. Писатели. Юлия Даниэль, Наталья Горбаневская или Вацлав Гавел. Педагоги. Светлана Ганушкина или Януш Корчик. Деятели искусства и культуры. Анджелина Джоли, Бона, Том Йорк или Юрий Шевчук. Журналисты. Анна Политковская и Грант Динг. И много людей совершенно разных профессий. Социологи, экономисты, художники и те, кто вообще не имеет высшего образования. Возможно, вы видите себя в их числе. Часто сложно заниматься защитой прав человека в одиночку. Поэтому люди, гражданские активисты, объединяются в группы, организации, сети для того, чтобы делать это чуть лучше. И в том числе проявлять солидарность друг с другом. Такие группы формируют гражданское общество. Наряду с адвокатами или журналистами правозащитники пользуются особой поддержкой. В 1998 году Генеральной Ассамблеей ООН принята так называемая Декларация о правозащитниках. Она подразумевает установление особого статуса правозащитника и особых гарантий в их деятельности. Обсуждение этого документа заняло более 18 лет, и все это время происходили споры между теми государствами, которые хотели с помощью этого документа предоставить правозащитникам дополнительные гарантии, и тех государств, которые с помощью этого документа хотели получить дополнительный инструмент контроля и ограничения деятельности правозащитников. Если говорить о целях правозащитной деятельности, то можно назвать три основных. Первое – это держать щит в споре между человеком и государством. Второе – это напоминать государствам о взятых на себя обязательствах в соблюдении прав человека. И третье – просвещать и обучать людей идеям и ценностям прав человека и механизмам защиты.